Мы продолжаем с вами тему предыдущего занятия, да, занятие 9, прошлое, якоря. И мы рассматривали два блока. Один на себя, второй это то, что связано негатив на других людей, на события. Поэтому прошлое, якоря. И сегодня мы рассмотрим половину, да, предыдущего занятия, расширим. Это на себя. Якоря, прошлое и на себя. Суть достаточно простая. Но чтобы воздушный шар взлетел, все, что привязывает его к земле, нужно отключить. Да, даже если один канат остается, один якорь остается, не взлетишь. По какой причине у человека тормоз, вывод, да, результат один, не взлетишь. И чтобы человек мог на что-то рассчитывать, нужно, чтобы все якоря, блоки, ограничения можно было бы убрать. Ключевые вопросы мы рассматривали, собственно, в прошлый раз. Мы их только немного добавим и расширим. Ну, по крайней мере, первый комментарий, который можно добавить. Кто там, у него что-то болит, понятно, что если болит, это больно, понятно, что больно. Но если человек с этим носится, с этой болью, и предъявляет претензии, неважно, себе или окружающему миру, он не прав, потому что боль – это логическая ошибка. То есть человек не нашел решение, как с болью попрощаться, да, как освободить себя от страданий и как получить прощение кармы, да, если она выставляет какие-то наказательные процедуры. Боль – это логическая ошибка, да, то есть это нарушение духовных законов. Да, поэтому вся боль должна быть устранена. Поэтому программа номер 1. Мой долг – это освобождение от страданий. Ну, собственно, как бы все остальные вопросы, которые мы будем добавлять, они из этой же оперы. Блоки нельзя, там, блоки, ограничения, все, что гасит высокую ноту, огонь, веру, любые источники позитивные, любые источники энергии, там, самообвинение, там, самоистязание, отказы, но это что-то не для меня, я не могу, там, я недостоин, там, отречение, неважно, от счастья, от чувств, от чего угодно, все это бред. Да, вот это нужно признать как логическая ошибка, как нарушение духовных законов. И к этому нужно просто выставить правильное отношение. Да, вот есть как бы вектор уровня развития человека. И если вы правильно оцениваете себя и свои силы, то двигая шаг за шагом, я нахожусь здесь, и вот то, что мне доступно, я потренировался, следующие возможности доступны, потренировался, еще следующие возможности доступны, потренировался еще. Если вы адекватно оцениваете себя и свои силы, если вы адекватно оцениваете обстоятельства, то ваши возможности, они постоянно должны расти. Если же вы оцениваете себя неадекватно, находитесь там, неважно, там на 3-м уровне, замахиваетесь на 5-й, вы проиграете при любых обстоятельствах. Вам нужно множество воплощений, чтобы до этого уровня добраться. Да, потому что то, что для вас будет означать, вы выложились на все 100, вы там тренировались с утра до вечера 10 лет. Для человека, который находится на несколько уровней выше, это как бы одним ударом вы отправляетесь в нокаут. Да? Почему? Ну, это несоизмеримый уровень. Но если вы правильно понимаете, где вы находитесь, то шаг за шагом, да, устраняя там ограничители, нарабатывая там знания, качество, потенциал, вы постепенно раздвигаете границы своих возможностей. Если вы правильно себя оцениваете. Если вы завышаете планку, вы обречены. Ну, просто обречены. Вы не сможете сделать то, что превышает ваши возможности. Да? Если вы занижаете планку, одни завышают, другие занижают, ну, вы там что будете делать? Оно вам будет неинтересно, будет скучно, давать мизерные призы, и вы не будете счастливы, вы не будете успешны, да, потому что вы должны решать задачки для 10 класса, а вы говорите, а мне больше нравится решать задачки для 3 класса. Ну, решайте, но это никто не оценит, и у вас будет в дневнике 2. Да, если вы не делаете то, что соответствует вашей судьбе, то, что соответствует вашему уровню. Да? Поэтому нужно правильно оценивать себя, да, правильно оценивать обстоятельства, судьбу. И когда вы принимаете решение степ-бай-степ, шаг за шагом, наращивать свои возможности, нарабатывать навыки и так далее, все доступно. Да? Поэтому все, что мешает, я не могу, я недостоин и все остальное прочее, о чем мы с вами говорили, все это бред. Бред.
и от него нужно освобождаться. Ну, в данном случае мы будем освобождаться прежде всего от того, что блокирует, ну, не все негативные программы, а возможности, которые карма открыла, но человек сам себя приговорил. Я не имею на это права. Пробовал, не получилось и тому подобное. Да, там, где человек себя приговорил. Настраиваемся на программу номер 1 «Мой долг – освобождение от страданий». Да? Страдания по-разному можно представить. То ли это болото, то ли, неважно, там какой-то водоемчик с кучей крокодилов или пираний, как нырнули, так и больно, да? То ли там лава кипящая, какая разница? Да, вот есть море страданий. И у вас, по крайней мере, сегодня есть возможность выбирать. Нырять в это море, да, с головой, залазить по пояс, по колено. У многих людей такого выбора нет. Они туда погрузились, у них все кипит в голове, внутри, они живут в этих страданиях, себя называют там редиской, паршивым шакалом или еще кем-то, да, других обвиняют. Они не могут даже понять, что вообще-то это выбор. Да? Я с страданиями прощаюсь или нет. Принял решение прощаюсь, значит, запускаешь процедуры и прощаюсь. Это твой выбор и объем проделанной работы. А кто-то в этих страданиях живет, и вот, ну, у него есть уважительная причина верить в то, что действительно все ужасно, он же чувствует эту боль, да? Просто он не понимает, чтобы с этим попрощаться, нужно вынырнуть из болота, посмотреть на него и сказать, оно тебе нужно или нет. Вот оно тебе нужно, да, быть убогим, страдать, да, лишать себя возможностей на счастье, на успех, на все хорошее, да, если ты страдания защищаешь, да, не цели с ними попрощаться. Поэтому с берега посмотрели, сказали, оно тебе нужно, не нужно, сливаем воду и все страдания на свалку. Мой долг – освобождение от блоков, ограничений и гасителей огня. Картинка первая, да, выбираем. Выходите на перекресток 1000 дорог, да, это варианты, куда можно двигаться, возможности. Ну, в идеале выглядит как? По центру, да, столбовая дорога, и душа туда, да, вот с наслаждением летит, и высшие силы нам максимум помогают. Да. Чем отклоняемся больше вправо, влево, карма говорит, ну, в принципе, можно, но помощи будет поменьше. Да, если там на 180 градусов вправо-влево, можешь идти, как бы возражений нет, но помощи не рассчитывай, да, но это далеко от твоей судьбы. Да. Но в любом случае 1000 дорог, и человек может идти, там нет бешеных собак, пиявок, там, запретов, ограничений. Это если человек свободен. А вторая картинка, на 1000 дорог, и на каждой дороге запрещающие знаки. Здесь нельзя, потому что. Здесь по 5-й точке надают, здесь по голове надают, здесь там еще что-то, да. И вот везде человек нарисовал кучу запрещающих знаков, колючей проволоки, там опять же пиявки, лягушки, болото, преграды. Вот он все нарисовал. Почему нельзя? Да, почему нужно быть серым, почему в груди не должен гореть огонь, да почему нужно быть там мелким, не выделяться, почему, ну и всякое разное такое. Почему нельзя, да, с наслаждением идти к самым высоким вершинам. Определяемся, это тоже выбор. То ли 1000 дорог, и ты свободен, ты чувствуешь, куда тебе нужно идти. То ли ты смотришь на эти дороги, и ты чувствуешь, тебе никуда нельзя идти. Везде больно, везде страшно, да? Везде болят те точки, по которым когда-то получал. И ты их помнишь, ты их усиливаешь, их же нельзя забывать. Выбирайте, да, какой сценарий в вашей голове, а затем он проецируется на вашу судьбу. Я надеюсь, вы делаете правильный выбор. Нужно не колючей проволокой с запрещающими знаками делать выбор, да, а когда ваша душа свободна, вы действительно можете рационально принимать решения и ощущая связь со своей душой и с высшими силами.